Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Блумберг пишет, что Польша готова помочь Украине, если Словакия отключит электроэнергию из-за газовой размолвки. Александр, тут блуждают разного рода комментарии, что между Польшей и Украиной мощности ограничены, а вот через сопредельные страны накидает Польша электроэнергию Украинушке вообще без вопросов. Какое у вас мнение на данный счет? Давайте для начала про Bloomberg пару слов. Во-первых, там приводятся слова неназванного польского чиновника. Притом не просто неназванного, а который прям попросил не называть его имени. Ну, такого рода заявления либо делаются на официальном уровне, либо они не стоят ломаного гроша. По крайней мере, давайте так, вот мягче если сформулировать, они вызывают массу вопросов. Это первое. То есть какой-то неназванный чиновник сказал Блумбергу, что да погодите, да мы щас сделаем. У нас тут, правда, переговоры пока ведутся по этому вопросу, поэтому сделаем мы или не сделаем непонятно, потому что переговоры пока ведутся. И, кстати, пока переговоры ведутся, не называйте моего имени. А потом, конечно, да, я вот герой, я пообещал Украине электрическую энергию. Это первый момент. Момент второй. Крупнейшие поставщики электрической энергии на Украину это Румыния, Словакия, Венгрия. Почему? А давайте мы подсмотрим в шпаргалочку, которую нам предоставили, в прежние годы люди, занимающиеся электросетевым хозяйством Украины. Если что, это из годового отчета взято их электросетей, Поэтому это, во-первых, можно проверить, во-вторых, давайте, значит, посмотрим, что же там с доступной пропускной способностью межгосударственных пересечений электросетей Украины в 2020 году. Итак, Венгрия. Импорт 450 мегаватт, экспорт 650 мегаватт. Словакия. Импорт 600 мегаватт, экспорт 600 мегаватт. Румыния. Соответственно, 400, 400. Польша. Импорт 0, экспорт 210. Ух ты. Молдавия. 1200. 550. У Молдавии надо ли пояснять, что сейчас некоторые сложности возникают с поставками электрической энергии даже на своей территории? Притом, когда мы говорим Молдавия, мы должны присмотреться не к Молдавии, а конкретно к молдавской ГРЭС. Я надеюсь, не надо пояснять, на чьей территории находится молдавская ГРЭС. Белоруссию и Россию, крупнейших потенциальных поставщиков электрической энергии, я даже упоминать не буду. Понятно, с их территории сейчас, точнее, с нашей территории, сейчас просто бессмысленно рассматривать какие-либо поставки. Собственно, все. Итак, давайте еще раз. Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдавия. А через какую страну Польша собирается поставлять? Если через свою, то Польша обладает наименьшими мощностями для поставок на Украину. Просто чисто технически наименьшими. Предполагается ли, что через электросети Словакии будут осуществляться поставки? Наиболее жизнеспособные в данном случае. Или через территорию Молдавии будут осуществляться поставки в условиях энергетического кризиса в самой Молдавии? У нас кто остается? Венгрия и Румыния. Но ни Венгрия, ни Румыния вроде как не... То есть и Венгрия, и Румыния и так поставляют электрическую энергию. Еще раз. Румыния, Словакия, Румыния, Венгрия. Вот как бы три крупнейших поставщика. Все остальные как-то плетутся в хвосте. И вопрос ведь не в том, чтобы, знаете как, мы произвели электрическую энергию, мы вам ее поставили, а вы электрическую энергию вот через свою территорию поставьте на Украину. Там ограниченное количество, ограничены возможности поставок на Украину. В принципе ограничены вот вышеназванными величинами. То есть Польша
может, конечно, поставлять электрическую энергию, но, как бы так помягче выразиться, малесенько-малесенько, тихесенько-тихесенько. Более того, если мы посмотрим на всю совокупность вот этих мощностей, если вычеркиваем Молдавию, кстати, с Румынией тут тоже не все очевидно, оказывается, в молдавских условиях вот этих специфических. Ну, потому что, знаете, Молдавия, она вот как-то вот... Ну, короче, я надеюсь, карту сейчас покажут. Причем тут Румыния, Украина, Молдавия. Вот. Но бог с ним, хорошо, оставляем Румынию, Венгрию, Польшу. Словакию вычеркиваем. Сколько у нас там получается мощностей? Сколько? Ага. Мгм. Ого! Чуть больше гигаватта? С ума сойти. Это прям очень поможет. Пиковое потребление на Украине вот этой зимой может достигать где-то 19 гигаватт. Пиковое потребление мощности. 19. Понятно, скорее всего, будет меньше, но тут мы приходим к следующему моменту. Работает ли энергосистема Украины как единая энергосистема? Вопрос не праздный. Можно ли, поставляя в район Бурштинского энергоострова, обеспечить электрической энергией Харьков? Ну, я интересуюсь, может, господа, которые про перетоки все прекрасно знают и знают, что можно электрической энергией, значит, накачать вот какую-нибудь соседнюю страну из Польши прям. Кстати, Польше зимой не нужно электричество, да? Ну, чисто теоретически интересуюсь. И последнее, что хотелось бы по этому поводу сказать. А проблемы с электроэнергетикой Украины прям решились, да? Прям все будет работать зимой, да? Ну и дальше. Все починили. Какую-то вот старую электростанцию из Прибалтики притащили, говорят, сейчас соберут, сейчас соберут. А как бы те причины, по которым оборудование поломалось, они исчезли? С электросетевым хозяйством разобрались? Нет, я понимаю, что можно тарифы на услуги сетевиков повысить, но это не решит корневую проблему. Знаете, корни, ствол, ветви, на ветвях орешки растут. Не знаю, почему вспомнилось. Не знаю, почему вспомнился именно этот вид растительности, но вот как-то так. Ну вот, поэтому все эти чудесные фантазии про Польшу, это, конечно, здорово. А, обманул я вас. Нет, это не последнее. Тут еще одну вещь надо сказать. Мы забыли про словаков и Киев в этой всей истории. То есть Словакия обозначает ситуацию следующим образом. Ребят, вы вообще-то от нас зависите. Вы зачем нам палки в колеса ставите? Если вы от нас зависите, вы зачем нам делаете хуже? Нет, мы понимаем, вы неадекваты, но придите в чувство, пожалуйста, в сознание придите. А что это вы к Путину ездили? Заявляют из Киева. Да не ваше собачье дело, зачем ездили? Потому что вы дебилы. Извините за низкий слог, но когда мы говорим про людей, сидящих в Киеве, в общем, не про население, а про руководство. Ну вот как-то так, знаете, вот хочется высказаться. Не знаю почему, опять же, вот недостатки воспитания, видимо. Но проблема-то здесь, в следующем. А для Киева, для руководства Украины текущего, эта ситуация, ну, позволит сказать, вот видите, мы же говорили, словаки плохие. То есть они в Киеве не ставят перед собой целью, не ставят перед собой цель упростить жизнь населению. Нет, понятно, можно сейчас сказать, что это Россия усложняет жизнь, но вот руководство Украины может упростить в текущих сложных условиях жизнь населению, а может усложнить. Вот руководство Украины, так как упростить это требует неких, ну, во-первых, управленческих навыков, которых у этих людей нету. Во-вторых, это требует, ну, ума.
А в-третьих, а зачем? Ну, то есть, вот эти там, ну, как-нибудь сами. Мы тут, у нас тут важные задачи, а эти как-нибудь сами справятся. Зачем ими заниматься? А если они нам скажут, ну, кто-нибудь там, знаете, художественная сценка, разговор в Киеве, в переводе на русский. Хотя они там по-русски друг с другом говорят, так что это так, на камеру только. Здоровенькі були, шановні телеглядачі, и вот это вот все. А так по-русски между собой общаются эти персонажи. А вдруг нам предъявят претензию, что вот мы со словаками разругались? И чё? Мы скажем, мы же говорили, словаки плохие. А вот поляки, вот видите, вот нам поставляют. Вот видите, и поляки говорят, что словаки плохие. Поэтому кто виноват? Да словаки виноваты. Мы-то всей душой за тебя, простой украинец. Мы ж прям на тебя бы, в обе щечки. Но словаки не дают. А поляки дают. Кто молодцы? Поляки молодцы, и мы молодцы. Даже так, мы молодцы, и поляки молодцы. А во всех твоих бедах виноваты русские и словаки. То есть для Киева в текущей ситуации, ну, вообще выглядеть должна эта ситуация как абсолютно беспроигрышная. Ну, остановят поставку электрической энергии. Так это мы скажем, это они просто на русских работают. Это им Путин сказал отключить электрическую энергию. Что это мы газ должны прокачивать? Ты вот простой украинец. Нам говорил, надо прекращать транзит. Мы прислушались. Мы дождались, пока закончится действие контракта, денежный поток закончится, и тут же прекратили транзит. Вот прям моментально прекратили транзит. А что это, мы должны были договариваться, словакам помогать? Не-не, мы не должны. А вот они нам должны. А раз не помогают, значит, Путин подговорил. Значит, кто плохой? Словаки плохие. Мы хорошие. Мы к тебе прислушались. О чем это я? А к тому, что если уважаемые граждане России считают, что это только они требуют прекратить прокачку газа через Украину, вот все эти годы, то нет, на Украине там тоже требовали: остановите транзит русского газа, этого агрессивного газа по нашей территории. Мы остановили. Ты, простой украинец, сказал, мы прислушались. А то, что ты это сказал, потому что какие-то непонятные люди тебе из телевизора эту мысль так это нашептывали довольно громко в течение долгого времени. Так, это просто умные люди сидят и умные вещи тебе говорят. Ты ж умненький, вот ты умных людей слушаешь. Очевидно же. Это ж не потому, что ты каких-то проходимцев послушался. Ты ж умненький. Так что ты молодец. Мы молодцы, потому что мы тебя умненького послушали. Виноваты словаки и русские, которые руководят словаками. А еще венгры виноваты, не знаем как, но, скорее всего, виноваты. Кстати, посмотрим, как в этой всей ситуации поведет себя Венгрия, другой крупный поставщик электрической энергии на Украину. Вот, особенно если в Европе все-таки похолодает. Потому что 2021 год показал, что в гораздо более благоприятных условиях поставки электрической энергии из европейских стран в соседние европейские страны может прерываться, поток электрической энергии может прерываться, потому что самим вдруг не хватает. Ну а так как с тех пор ситуация не упростилась, а как бы наоборот, то любые превратности погоды, которые может нам принести начало 2025 года, я не утверждаю, но может, чисто теоретически. Ну так, фантазия на тему. Вот любая превратность может также привести к остановке поставок электрической энергии. Похолодало, ребята, не можем. Никак. На этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм и Телеграм-канал Александра Фролова «Нефтегазовая игра». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. До свидания.